Космический привет! Вот мы и дождались выхода специального эпизода «Арапо». И, конечно, здесь есть что обсудить. Задолго до приключений братства Тофу, несчастий Нокса и рождения Агреста, группа элеотропов полна решимости захватить Элеокуб на острове Ома. Но артефакт находится под охраной могущественного дракона Гругалараграна, гласит синопсис к специальному эпизоду. Думаю, стоит напомнить, что во вселенной Кросмоза есть элеотропы и элеотропы. Элеотропы через «а» — это дети богини Элеотроп, к которым относятся перворожденные элеотропы, рождающиеся из дофусов вместе со своими братьями-близнецами-драконами. А элеотропы — это версии Юга, созданные случайно при использовании 6 дофусов. С момента своего создания элеотропы оказались на заре времен, брошенные на произвол судьбы. Они погибали на своем нелегком пути, а жизненная энергия умерших элеотропов продлевала жизнь остальных. И в Ове мы встречаем представителей этой расы в сопровождении полубогини Энирипсы Эхо. И вопреки нашим ожиданиям, специальный эпизод совсем не раскрывает ее связь с элеотропами. Как она их встретила, как зародились чувства между ней и Арапо, видимо, это так и останется загадкой. Зато благодаря Гругалараграну мы узнаем, что все элеотропы обладают вакфу и внешностью Юга. Хотя, честно говоря, я не понимаю, в чем их сходство. И если посмотреть на всех представленных элеотропов, они абсолютно разные, как внешне, так и внутренне. И предполагаю, это связано с тем, что каждый из них олицетворяет разные качества, присущие Юга. Буйон, самый сильный из элеотропов, всегда действует в одиночку, и он демонстрирует способность элеотропов к передаче жизненной энергии после смерти. Вообще, Буйон – это город на юге Бельгии, главной достопримечательностью которого является обширная средневековая крепость, что, вероятно, могло бы быть отсылкой к крепкому телосложению элеотропа. Я думаю, что это имя точно было выбрано не просто так, и уж тем более не имеет никакого отношения к бульону. К тому же Бельгия граничит с Францией, откуда французы и поставляют нам новую порцию все более несообразного контента по Кросмозу. Сидер – самый проворный из элеотропов. Вероятно, он олицетворяет ребячество Юга, так как единственный выглядит и ведет себя как настоящий ребенок. И, пожалуй, самый интересный элеотроп – Атон. Из флешбека Арапо мы узнаем, что Атон не способен испытывать какие-либо эмоции и чувства. Он определенно отличается от своих братьев и сестер. Благодаря своим эффектно выглядящим способностям он смог направить Чиби, который появляется сразу после смерти Буйона, против своего брата. Да-да, этот кроха превратится вот в это. И лично у меня дизайн Чиби немного не стыкуется с его предыдущими появлениями. Ну да ладно, неужели мы такого не наблюдали и раньше? Чиби показан очень воинственным, но его образ совсем не вяжется с тем, о чем говорится в истории, а он, на минуточку, обладатель знаний и науки, который считался пророком. Однако, несмотря на то, что он поступил глупо, не слушая Гругалараграна, их братская любовь вызывает восхищение. И, на мой взгляд, сцена гибели Чиби и Атона является самой эмоциональной. Со стороны Гругала. Сцена с Гругалом даже стилизована иначе, что делает этот момент каким-то особенным, как будто без брата весь мир вмиг потерял краски. И если сравнить этот момент с Арапо, когда умирает Буйон, ему хочется сопереживать не настолько. Мне даже кажется, что на аниматике он гораздо эмоциональнее. Но, кстати, это не только его грешок. Вот вы поверили, Эхо? На мой взгляд, картинка и звук немного не совпадают по настроению, как если бы это была озвучка комикса. К слову, изначально события Увы должны были быть отражены в комиксе, и действительно весь эпизод наполнен кадрами в соответствующей стилистике.
Когда Элиакуб впервые попал в руки Арапо, он увидел все бедствия, которые ожидают мир 12, и все равно желал им обладать. Так, после мощной борьбы за Элиакуб, душа Арапо попадает внутрь куба, а Гругал-Арагран, ослепленный его светом, теряет зрение. Осознавая потерю преимущества, Гругал-Арагран изо всех сил бросает Элиакуб, чтобы тот не попал в руки элиотропов. Артефакт стремительно летит по небу и попадает в воду, и спустя много лет на дне пещеры его найдет Наксимилиан. Эхо забрала покинутое душой тело Арапо. И да, теперь можно вспомнить о еще одном элиотропе – Репульс. Как отмечает Сидер, самый трусливый представитель элиотропов, который действует тайком и предпочитает не марать свои руки. Вначале выясняется, что у него и таинственной элиотроп Гарпии, имя которой так и не раскрыто, есть своя миссия, данная Арапо, но о ней также ничего не известно. Репульс собирался убить Арапо, подкрепляя это нуждой в новом лидере, но Эхо не позволило этому случиться. И что же будет дальше? Как Арапо удастся вернуться из состояния овоща? Ова об этом не расскажет, но зато расскажет игра One More Gate, которая спойлерит весь специальный эпизод. Если вкратце, потерявший память и дар речи Арапо попадает в деревню под названием Кардия, которая оказывается миром заточения для элиотропа. Но Эхо находит способ с ним связаться через персонажа Буба-Яга. В конце концов, Арапо заходит в Заап, из которого он сюда попал, и восстанавливает свои воспоминания о той самой битве, которая показана в Ове. Таким образом, мы получили эффектную анимацию, но стоило ли оно того? Может быть, если бы создатели все-таки решили сделать комикс, результат оправдал бы средства, и, возможно, мы бы гораздо больше узнали о прошлом Арапо. Название специального эпизода выглядит так: Арапо. Битва за Элиакуб. Но по факту мы получаем битву за Элиакуб и немного об Арапо. Ова не закрывает все пробелы в его прошлом, из-за чего при существовании One More Gate она теряет смысл и оставляет кучу вопросов. Как Арапо познакомился с Эхо, как зародились их чувства, как элиотропы овладели стазисом, почему Арапо назвал Чиби братом-драконом Гругала, почему Репульс не воспользовался порталом, чтобы спастись от падения, неужели он не способен их делать? И что такого случилось с остальными элиотропами, что остался один Арапо? Что же касается Ора как персонажа, поделюсь своими размышлениями и предоставлю слово вам в комментариях. Если продолжать развивать мысль, что элиотропы отражают какие-либо качества Юга, Арапо, скорее всего, является олицетворением потребности в установлении эмоциональных контактов. Я думаю, его сущность мог бы описать термин «аффилиация» – стремление быть в обществе других людей, потребность человека в создании теплых, доверительных, эмоционально значимых отношений, общение, дружба, любовь, стремление к принятию. Обделенный, он злится на своего создателя, и, движимый этим чувством, Арапо идет на безумные поступки, желая добиться справедливости к себе. Je comprends maintenant. Nous n'avons jamais été pour toi qu'une famille de substitution. C'est la confrérie du tofu que tu as toujours voulu rejoindre. Je ressens presque ta haine, ta rancune, ton besoin de reconnaissance, ton manque d'amour. Je peux presque ressentir tout ça à travers toi.